for me. It's a pleasure. Same for We probably will only listen to like 3 minutes because there's a lot to learn. Hi, Claire. Hi. Hi, Katerina. Привет всем. Так, уже 7 минут, да? Кать, ты скажешь, когда начнется официальная часть, я тогда начну переводить. Да, сейчас позвольте мне пару секунд буквально открою материалы. Сейчас у меня случайно закрылось окно. Я думаю, нам главное поставить на запись, и мы, в принципе, уже... Я предлагаю, на самом деле, Оль, я буду открывать параллельно, а мы можем уже начать часть вот эту открывающую. Все, тогда. There, we are ready to start. So, Katerina, maybe you introduce Claire, and then we start? Я по-русски тогда, да, проговариваю? Да. Сейчас еще надо сориентироваться. Значит, ну, коллеги уже осведомлены о том, что у нас впервые, да, коллеги, я имею в виду наши прекрасные студенты, что у нас впервые... Нормально меня слышно? Где тормозит? Нормально. У нас впервые на программе, так как наша цель усилить и предоставить максимальное качество для наших студентов, появляется ментор уровня МСС. Причем мы счастливы тому, что это не просто ментор, но ментор международного уровня из Великобритании с более чем 10 тысячами часов. Да? Мы знаем, МСС 2500, тут более 10 тысяч часов в работе с клиентами. Коуч, который работает и с компаниями, и с индивидуальными запросами. И вот, Ольга, может быть, ты тоже пару слов расскажешь от себя, потому что как раз Ольга нам представила Claire. Я тут передам просто. Claire, we are starting first session for our students and in our school with the mentor of MCC type of credentials, and not just MCC, but you who has more than 10,000 hours of coaching, who works with teams and individuals and in many countries. So we are really happy to start our new endeavor. Brilliant. So, shall I start? Yes. Okay. So let me tell you a little bit about coaching mastery. Разрешите поделиться с вами немножко про мастерство коучинга. And I'm going to start with the good news. Я с хорошими новостями. Начну с хороших новостей. The good news is mastery is easier than entry-level coaching. Мастерство намного проще, чем начинающий уровень в коучинге. That's the good news. Это хорошие новости. The bad news Однако есть и не очень хорошие. is all of us have to stop doing quite a lot of things. Нам придется перестать делать достаточно много разных вещей. And that's what we'll be thinking about today around listening. И это то, о чем мы сегодня вместе будем думать на тему слушания. So what we'll do is I'll talk a bit about it and you will tell me what you think. Я буду говорить, а вы мне, пожалуйста, делитесь своими мыслями со мной. Then we'll watch a bit of video. Потом мы посмотрим несколько минут видео Евгении. But not for criticizing, because... Для того, чтобы критиковать, потому что мы не смотрим, что делал коуч. We're watching the thinker thinking. Мы смотрим за тем, как думающий думает. So what I need to know is, I don't call the people we work with clients. Что вам необходимо знать? Я не называю тех людей, с кем мы работаем, клиентами.
That makes a difference in power. I become the professional expert, and they are the client. Это создает разницу в уровнях. Я становлюсь профессионалом, а вот здесь вот клиент. I'm a human being. Я человек. And my job is to enable another human being to think and to feel. И моя работа — это помочь другому человеку думать и чувствовать. And that's all that coaching is. И вот это все, о чем, собственно, коучинг. So another definition of coaching Другое определение коучинга is a conversation where someone feels heard. Это разговор, в котором человек чувствует себя услышанным. And where they get new insights or understanding of their own situation. И где они получают новые открытия и новое видение своей ситуации. That's all it is. Вот, собственно, и все. And what we want more than anything else is we want to enable them to listen to themselves. И что мы хотим больше, чем что-нибудь еще, это помочь им услышать себя. And that's where we really develop as coaches. И вот в этом мы, именно в этом мы и развиваем. So my question to all of you Вопрос к вам, ко всем вам. is, what does good listening look like? Как выглядит хорошее слушание? What do you think? Что думаете? Как будет удобнее для Клэр, если будут писать участники? Claire, is it more comfortable if students write, if everyone writes in the chat or speaks? I don't mind. Мне все равно. Speaking is fine. Говорите. My Russian reading isn't good, you know. Не очень хорошо читаю по-русски. What does good listening look like? Should we speak in Russian or try to speak English? Speak Russian. Speak Russian. Говорите по-русски, я переведу, чтобы всем было понятно. Не слышно, Евгения. Говорите. Я не говорю ничего. Вопрос. Слушание — это когда ты слышишь человека действительно на всех уровнях, и не только его слова, а то, что стоит за всем за этим, что при этом он делает, как реагирует его тело и так далее. То есть вот, когда ты весь слушаешь, ну, холистически слушаешь, если так сказать. Listening is holistic listening, when you hear not only what is said, but what is not said, and you pay attention to the body movements and all other signals. Yeah. So it's looking. Это также то, что мы видим, да? What else? Что еще? Но еще чувствование, когда ты чувствуешь, что что-то может быть не так, ну, интуитивно именно чувствуешь человека, что он там сказал, какие различия могут быть. When you intuitively feel the person that something is wrong or he didn't say something with your intuition and feelings. So it's what we see, it's what we hear, and it's what we sense. Это то, что мы слышим, то, что мы видим, и то, что мы ощущаем. Клэр показала вот на живот. Ощущаем. Who else? Но мне кажется, это еще желание услышать, а не сказать. Да, не высказаться. This is when people wish to hear, not to share what they have to say. Yeah. What else? Еще что? Здравствуйте, я без видео. Меня слышно? Хорошо? Will not turn on video, but да, хорошо слышно. Я бы еще добавила, что это
помощь партнеру в том, чтобы помочь ему услышать самого себя. This is a help to our partner so he can hear himself. Yeah. And that's what makes listening interesting, because И это вот то, что делает слушание интересным. some of the things they say are facts that they know. Часть того, что они говорят, это факты, те, которые они знают. And some of the things they say, they don't know. А часть того, что они говорят, это вещи, которые они не знают. Or they don't know that they know it. Или они не знают, что они это знают. So let me show you the challenge in listening. Поделюсь с вами такой вот как бы челленджем, сложностью в слушании. This is my flip chart. Это This is how people speak. Это вот так люди говорят. Yeah? Да? When you're coaching, they speak like that. Когда вы коучите, вот как бы вот так они и говорят, да? And when you follow them, и когда вы следуете за ними, you will get lost. Вы точно потеряетесь. And when you get lost, а когда потеряетесь, you get stuck. Застрянете. And they came because they were stuck. А они к вам пришли, потому что они застряли. So, I think, мне кажется, я думаю, that in active listening, we don't listen to everything. В активном слушании мы не слушаем все. So the books tell us, the coaching books, рекомендуют to paraphrase and reflect back to them. Перефразировать и вернуть им сказанное. But when I say you got up this morning and you went to work and you came home from work, you know that. Я вам повторю, вы проснулись этим утром, пошли на работу и с работы вернулись, вы это знаете. So those are statements that the person knows already. Это предложения, которые человек уже знает. So we don't know whether what we think we see or hear or sense is right. Мы не знаем то, что мы слышим, видим или чувствуем, ощущаем, это правильно. So everything we offer back must be a question. Все, что мы предложим клиенту, должно быть со знаком вопроса. Все, что мы ему скажем. And I think there are two spaces where we listen well. So this is the story. Есть два места, в которых мы хорошо слушаем. Вот это вот история. But inside the story are themes. Внутри истории есть темы. And we may or may not be right. И мы можем быть правы, можем быть неправы со своими темами. And also inside the story are feelings underneath. И еще внутри истории, в нижней части, есть чувства. Like the soft underneath of an animal. Как в нижней части такое вот что-то животное. So our role as coaches is to notice. Наша роль как коучей — это обратить внимание, заметить the headlines, темы and the underneath, и чувства, которые внизу, and offer as a question. И предложить в виде вопроса. So if we listened wrong, если мы услышали не то,
they can change it Они могут, when they're listening to themselves. когда они слушают себя. So coaching mastery Мастерство коучинга is like a dance. это как танец. So we move together and we notice together. Мы двигаемся вместе, и мы вместе замечаем. When we are one person talking to the other, Один человек, разговаривающий с другим, we begin to listen to their data. мы слушаем их информацию, данные, которыми они с нами делятся. So this is your lovely, the person who has come for coaching, they have a whole story and a life and all sorts of things. Это человек, который пришел на коучинг со всем своим хозяйством. Listening well is not getting them to give it all to you. Хорошее слушание — это не то, что они все вам вот это вот отдали, передали. Because now you know everything Сейчас вы это знаете, and they know nothing new. а у них ничего нового нет. We need to listen together. Нам нужно вместе слушать. Which is easier. Это проще. Really. But we have to stop doing something. Но для этого нужно перестать что-то делать. So my question to you is, what insights have you had so far in this conversation? Мой вопрос вам: какие открытия, какие инсайты в нашем разговоре у вас появились пока, до настоящего момента? Let's hear from everyone. Давайте услышим каждого. Мне очень зашла тема, что не нужно, нет смысла во всем том, что говорит клиент, то есть нет смысла слушать все, что он говорит. Нужно найти темы, которые будут главными в этом разговоре, и связать их с чувствами. Что... Я столько не смогу перевести. Извините. For me, the main insight that you don't need to try to hear all the story, everything, but you have to catch main topics and main feelings. Yes, Продолжайте. as a question. Как вопрос. Да. And do you know why I said yes to doing this in Russian? И знаете, почему я согласилась проводить менторинг на русском языке? It's because you can see it. Потому что можно все увидеть. And you can hear it in the music of the conversation. И можно услышать музыку разговора. So when coaching goes bing, bong, bing, bong, you're not listening well enough. Когда коучинг идет как пинг-понг, вы не слушаете достаточно хорошо. We travel together and we look. Мы вместе путешествуем, и мы смотрим. So who else? What insights have you had so far? Продолжайте, кто еще поделится своими инсайтами. Я бы хотела добавить, с Верой соглашусь, мне понравилось очень 2 вазы красненькие, одна полная, другая пустая. И вот то, что когда клиент все отдал, и вот прям наглядно пустая ваза, вот это круто, вот очень мило. Елена likes these 2 red glasses, and when the client transferred everything to the coach and the vase was empty, it was very cool. It was very pictures. Yes, and the thing is, coaching is about data processing, and it's about them processing their data. Коучинг это про обработку данных, и обрабатывать данные должны они.
it's not about data transfer. Это не про передачу данных. Это про обработку. All I will do with this is wake up in the night and worry. Что я могу с этим делать? Только просыпаться ночью и волноваться, больше ничего. Not mine. Это не мое. Who else? Мне к этому очень отзывается, что да, вот коучинг — это не про передачу информации, потому что коучи уже об этом знают, а про то, чтобы помочь ему с помощью этой информации узнать что-то новое о себе. It is very important that coaching is not data transfer, and it is really highlight. And for me, the coaching is to help the client to learn something new about them. And I don't know what they know already. И я не знаю, что они уже знают. And if they tell me, then they're just telling me information, and I don't know what to do with it. А если они мне что-то говорят, то они делятся информацией, и я не знаю, что с ней делать. Get them to do the work. Надо заставить их работать. Who else? What have been your insights? Мне понравилась как раз эта картинка, да, где вот эта непонятная каша малаша, да, нарисованы круги, то, что говорит клиент. Это вот у меня была первая сессия, да, когда у меня было такое же ощущение, что происходит, сколько информации. Да. Irina likes the picture, those thoughts of the client, which reminds her first session of yours. И сейчас я понимаю, ну, я уже к этому тоже стала приходить, сейчас я еще четче представила картину, что нужно быть вне, да, немного вот смотреть по-другому действительно, да, быть в особом состоянии извне. I already started to come to this myself, but you highlighted it very nicely that we have to be out of this. We do. And if you can't see what you notice, you can ask them, what do you see as you speak? Если вы не видите картины, когда вы что-то отмечаете, то можно их спросить, что вы видите, когда говорите. Здорово, спасибо. Еще кто поделит своими инсайтами? Ну, мне, наверное, тоже хотелось бы сказать, знаете, мне нравится, да, вот это высказывание, да, что из всего вот этого объема водоворота информации надо проанализировать и выбрать ценное зерно, которое вернуть клиенту. I like the fact that from all the information we have to find a diamond or something like that and show this to the client only, not we have to find the diamond. You don't have to find it. You need to find it together. Нужно найти этот бриллиант, это ценное зерно вместе. Не вам нужно найти, его нужно найти вместе. So if you can't see it, ask them, where's the diamond? Если вы не видите этого бриллианта, спросите их. И где же он, бриллиант? So if you're listening and you just can't hear it, ask Если them. вы слушаете и не можете услышать, спросите его, клиента. So I am not a neuroscientist. Я не... Как это? Не ученый по нейросистеме. But I know if I am listening for too many things at the same time, I don't have space to really listen. Если я слушаю сразу на очень многих уровнях, у меня не остается места, чтобы действительно слышать. So who else? What have been your insights? What have you seen as we have been speaking so far?
Можно я поделюсь? Давайте. Я подумала о том, что когда были вот эти два стаканчика, один все же был пустой, и для того, чтобы не было передачи вот этой данных, да, вот этот стаканчик второй тоже должен быть наполнен, чтобы происходил обмен с использованием компетенций коуча, да, и с использованием, ну, ситуации клиента. Спасибо. One glass was full and another one was empty. She thinks that they both should be filled with something. The glass of coach should be filled with competences and other skills that will help to find whatever is we're searching for. Yes and no. И да, и нет. Because if we have too much knowledge, если у нас очень много знаний, we have more power than them. У нас больше власти, чем у них. So yes and no. Здесь и да, и нет. Но я только про коучинговую компетенцию имела в виду, что если стаканчик наполнен компетенцией, ну, приверженностью к коучингу, то тогда не будет просто передачи. So she was talking about coaching competency or competences that are filling the glass and the enthusiasm about work. Yeah, maybe they're holding the glass. Может быть, это удерживает стакан, держит его. We could talk about that for a long time, but who else has had an insight? Здесь можно долго обсуждать. Давайте еще послушаем следующего участника. Могу я сказать, что я вот, когда как бы передача данных, и вот, чтобы это не происходило, нужно научиться по-другому слушать. И вот это другое слушание, она сказала, будет проще, чем вот слушать, когда данные передаются. Я вот жду, как это будет проще. The data transfer and the fact that the listening, if you don't listen for data transfer, is easier. That was kind of interesting. And Evgeny is still waiting how to do it. Okay, so it's all about where you look. So when we look at the video, we will really see it. Это все о том, куда именно смотреть. Когда мы посмотрим видео, вы поймете. So it's about where we look. Это о том, куда мы на что мы обращаем внимание. So who hasn't spoken yet? Кто еще не говорил? А можно вопрос задать? Can I ask something? Елена is asking. Yes, please do. Конечно, давайте. Вот я не совсем поняла. Вы сказали, что есть история, в истории есть темы и есть чувства внизу. Вот что такое чувство внизу? Елена is saying that there is a story, and in the story there are highlights or themes, and also there are feelings somewhere underneath. Yeah. And where is this underneath, and why underneath? It's not clear. Maybe that's a cultural thing. It's the inside feelings versus the knowledge. Может быть, это культурное знания и мысли, они в голове, а чувства, они внутри, в теле. What have other people had as an insight? Клэр спрашивает остальных студентов, какие еще есть озарения, осмысления, интересные мысли.
Я просто хочу сказать спасибо за острые такие визуализационные метафоры, потому что особенно вот тоже этот разговор, я все думала, ну как, вот чувствуешь это, ну как это передать даже другим коучам, подругам, я не понимала, и сейчас вот прям в яблочко. Поэтому спасибо. Claire, thanks for the visualization because it is like metaphor, and Ksenia was trying to explain it before to her friends, but now she has a real tool. Anyone else? Кто еще выскажется, поделится своими инсайтами, тот, кто не говорил? Okay, I'm going to give you a secret. Поделюсь с вами секретом. I asked you that question. What have been your insights? Я задала вам этот вопрос, какие у вас есть инсайты, озарения, so that you would listen to yourselves. Для того, чтобы вы послушали себя. And it's a really good question to ask the people you're coaching. И это действительно хороший вопрос для ваших клиентов. Because it helps them to listen to new things. Потому что они начинают слушать новые для них вещи. So, shall we listen to a recording? Shall we watch a recording? Давайте посмотрим на запись сессии. Yeah? Клэр, да, я скажу по-русски. Оль, будем мы прям все включать, или мы договаривались с Клэр, что она будет говорить, какие реплики, и я буду включать реплики? Если все слушают. Technical clarification. Everyone already listened to the recording, and shall we start from the beginning, and you will give Katerina a signal when to stop, or how will it work? That's good. Let's have 3 minutes. Кать, 3 минуты. So, сначала первые 3 минуты. Here is what I want you to do. Я очень хочу вас попросить делать следующее. You're watching Natalia, you are not watching the coach. Вы смотрите на Наталью, абсолютно не обращая внимания на коуча. And my question to you is, what do you see? И вопрос, на который нужно будет ответить, что вы видите. And Eugenia, my question to you is... И, Евгения, вопрос к вам. What do you see now you're not doing the coaching? Что вы видите, когда сейчас вы не в процессе коучинга? So, 3 minutes. Поехали 3 минуты. Дадите мне обратную связь по качеству звука, ладно? Сейчас. Да, я скажу. Спасибо, что ты согласилась. Звук хороший. Да? Все, тогда я сейчас расширяю экран. Мы записываем запись клиента. Подтверждаю. Рассказывай, какой у тебя сегодня запрос? Ну, сам запрос я не сформулировала до конца, но... That's a good place to stop. Ты когда предложила, я подумала, о чем мне важно. Okay. Did you see that as the thinker is beginning to think, the coach is taking notes? So обратили ли вы внимание на то, что как только думатель начинает думать, коуч пишет заметки? She's not looking. Не смотрит. And when we don't look, we lose connection. А когда мы не смотрим, мы теряем связь. And we move to getting facts. И мы перемещаемся в зону сбора фактов. And not themes. И не тем, не таких общих
заголовков. What you need to know is nearly every coach does this. Что вам нужно знать, это практически каждый коуч это делает. As soon as you start looking, как только вы начнете смотреть, the coaching is easier. Коучинг становится легче. So here's a story. История. When I did my coaching supervision training, когда я отправилась на коучинг, супервизию в коучинге, обучение супервизии в коучинге, we had to video a whole session. У нас была записана вся сессия. And mine wasn't very good. И моя была не очень хорошая. So my trainer was Peter Hawkins. Питер Хокинс был моим учителем. And we sat to watch the video. И мы расположились посмотреть видео. And we played 3 seconds. 3 секунды проиграли. And he said, "Did you see that?" И он сказал, ты это видела? And I saw something that I had not seen when I was doing the work. И я увидела то, что я не видела, когда я работала. And he said, и он сказал, the conversation wasn't easy, was it? Разговор был непрост, правда же? We won't listen to the rest. Не будем слушать остальное. Because now you know you need to look. Сейчас ты знаешь, что нужно смотреть. So, here's the interesting thing. А вот что интересно. You can do this even if there's no video, but you still need to look. Даже если нет видео, вам все равно нужно смотреть. So you need to say, what am I noticing? Что я замечаю? Вот этот вопрос себе нужно задавать. So watch them. Смотрите на них. And if the coach watches the thinker now, she won't feel stared at because she's looking away. И если бы коуч сейчас посмотрела на клиента, она бы обратила внимание, что она смотрит в уголок. Okay, let's listen to the up to 3 minutes now. Thank you. Давайте теперь досмотрим дальше. Подумать, поговорить. И ты знаешь, я для себя поняла, что я за последние чуть больше, чем год настолько глубоко занырнула в работу, особенно это вот с ковидом связано. Я только сейчас, вот спустя месяц или 2, осознала, что, когда там прописываешь колесо баланса, что у меня вот все остальное как-то прям совсем выпало. Мне бы хотелось поисследовать, что я могу добавить в свою жизнь для вот какого-то такого удержания кругозора, увеличения его, дополнительного какого-то потока энергии, дополнительного потока информации и интересных мне людей. Наверное, вот, если так очень сумбурно, то об этом. Ты сказал поисследовать, и что могло бы добавить дополнительной энергии, кругозора и нужных людей, правильно ли слово? Даже не нужных, оно мне, знаешь, ассоциируется с каким-то использованием, а интересных, да, каких-то там глубоких, других, возможно, то есть людей. Как думаешь, что было бы наилучшим результатом на сегодняшний? I need to look at my translation. So she's talking with her hands. Она разговаривает своими руками. And the coach missed it. А коуч это пропустил. So this is as important as the words. Вот это вот намного более важно, чем слова. So
have you noticed there's something about her speed, how fast she speaks, or slowly? Обратили вы внимание на то, на скорость ее речи, насколько она быстро говорит или замедляется? And her tone, the sound of her words? И ее тон голоса, как ее слова звучат? Which are as interesting to notice as the content. И это не менее интересно, чем содержание ее слов. So, Eugenia, how do you say your name? Maybe Женя. Eugenia, Eugenia is okay for me. So, you have lovely presence in this video, and these are things that you can do to be even better. У вас прекрасное присутствие в этом видео, и вот то, о чем я говорю, это то, что можно просто улучшить. Можно вопрос? Can I ask a question? Yes, please. Я видела, что она руками жестикулирует, и мне это я на это обратила внимание, но я не знаю, что с этим делать. I saw that she's making movements with her hands, but I don't know what I should do with it. So it is a question does not need to be words. Это вопрос, в котором не обязательно нужны слова. So if you hear somebody say, и если вы слышите, кто-то сказал this, then the question can be, вопрос может быть. So if listening is about what we see and hear and sense, если слушание это о том, что мы слышим, видим и чувствуем, a question can be about what we see. Вопрос может быть о том, что мы видим. So here's an example. A man said to me, "My problem is very big." Здесь пример. Человек сказал, моя проблема очень большая. So I said, "Big?" И я спрашиваю, большая? And he went, "Oh, it's small." А он, о, маленькая. Because I said what I saw. Потому что я сказала то, что я увидела. So the real skill of listening excellently навык слушать в совершенстве is to say what we see. Сказать то, что мы видим. And what we do as human beings и то, что мы делаем как человек, is we see something, мы что-то видим, or we hear it, или слышим, and then we diagnose. А потом мы ставим диагноз, мы обрабатываем эту информацию. Like a doctor. Как врачи. And then we're human beings. И мы, конечно же, люди. So inside, внутри нас, we prescribe. This is the solution. После того, как мы продиагностировали, мы что-то прописываем. Вот оно вам решение. And as coaches, we learn not to say that. Как коучи мы научились это не говорить. But there's a journey when we still are thinking it inside. Но путешествие в том, чтобы не думать об этом внутри. So we become extraordinary listeners. Мы становимся суперическими слушателями. When we say what we see. Когда мы говорим исключительно то, что мы видим. And lots of people talk with their hands. И многие говорят со своими руками.
And if it doesn't mean anything, И когда это не значит ничего, they won't take any notice. они не обратят внимания. So good question. So just simply say Хороший what you вопрос. see. Просто скажите, что вы видите. So, Katerina, can you keep going for one more minute? А можно вопрос пока? Claire, is it possible to ask a question now? Of course, anytime. Вопросы можно задавать в любой момент. Давайте. Thank you, Claire. А если клиент такой C, это просто ситуация жизни, и клиент очень сдерживает свои эмоции, по каким... Давайте я по частям переведу. Хорошо? Sorry. If the client is very C and he's retaining the emotions inside. И клиенту некомфортно, когда с ним говорят на уровне эмоций. And he doesn't feel comfortable to talk about emotions. Что делать? What shall we do? Say what you see. Скажите, что вы видите. As you speak, client. Когда вы будете говорить, I see this is all facts. Я вижу, что вот это происходит. And I observe we are not talking about feelings. И я вижу, что мы о чувствах не говорим. Question mark. И это не утвердительное предложение, а с вопросительной интонацией. Я вижу, что мы о чувствах не говорим. So that's an example of direct communication. Competency 7. Это пример прямой коммуникации, компетенция номер 7. But we think we need to find a way of saying that, and then we go away and look for the question, and we stop. Когда мы думаем о том, что нам нужно об этом сказать, и мы начинаем думать про вопрос, который бы мог помочь нам сформулировать, мы перестаем наблюдать. And that is such a good example of when you see the gap, the thing that's missing, the emotion. И это такой хороший пример, когда вы видите разрыв, то, чего не хватает, эмоций. And I think that is such a good question. И мне кажется, что это такой замечательный вопрос. I think the skill is to... И навык — это to leave the power with them, передать им энергию и власть. And I might say, are we going to talk about emotion? И спросить, будем говорить про эмоции? And then maybe we can come back to it later if they don't, and challenge again. И потом, может быть, вернуться, когда еще раз представится возможность их вот так вот спросить. So active listening and powerful questioning are very connected. Активное слушание и сильные вопросы очень связаны. And the best coaching questions come from the thinker, not from you. И лучшие вопросы для коучинга приходят от думателя, а не от вас. As long as we say what we see. Если мы говорим о том, что мы видим. Thank you. Any other questions? Спасибо. Еще вопросы? Okay. Do you want to play another minute, Katerina, please? We lost the sound. Для сегодняшней встречи. Ты знаешь, наилучшим результатом я пойму, какие области или какие действия, да, помогут мне вот это все найти. Ну, обрести, где я могу. Did you hear that? Слышали вы вот этот вот? So that's also information. Это тоже важная информация.
And what would the question be? И какой будет вопрос, как вам кажется? О чем это? What it is about, this. You can go for an easier question than that. Еще может быть проще. Сделать так же. We can do the same. Yes, just go, yeah, absolutely. Сделайте так же. Да. Please be lazy. Пожалуйста, ленитесь. Say what you see. And if it's meaningless, Говорите, что вы видите. И если думатель не увидит смысла, you will move on. Двигайтесь вперед. So many things we see Многие вещи, которые мы видим, are not useful. они не полезны. And yet we need to offer them back because some of them are the thing we need to say. И все равно ими нужно поделиться, потому что некоторые из них это то, что действительно важно. So don't use many words. Не используйте много слов. Which makes it easier too. И это проще, правда? Excellent. Can we go back to the recording, Katerina, please? Thank you. Возвращаемся к записи. Это что? Это вот... Can we talk about timing? Можем поговорить про время? То, что... She's waiting for you, coach. Она ждет вас, коуч. So, because you're writing notes, так как вы пишете заметки, она вас ждет. So you need to be slightly following her, and she has just started to follow you. Вам нужно следовать за ней чуть-чуть позади, а здесь она стала следовать за вами. So can I just check in? This is not about criticism. This is about some really useful learning. And и опять же хочу повторить, что это не критика, это полезные навыки. So I coached Olga on Monday, and I missed something big. Клэр коучила меня в понедельник и что-то большое пропустила, как она говорит. And that's good learning too. И это тоже хорошая учеба. So if you want to be the best coach you can be, если вы хотите быть лучшим коучем, которым можете быть, keep watching recordings. Смотрите записи. And watch what happens between you. И смотрите на то, что происходит между вами. And that's about listening to the music. И это слушать музыку. Now, we can learn to be extraordinary coaches by doing that. Мы можем научиться быть экстраординарными коучами, если будем это делать. And in the real conversation, we won't learn so fast. В реальном разговоре, в реальной работе мы не сможем так быстро научиться. And that's okay. Это ничего. But don't watch recordings to see how good the coach is. Но не смотрите записи для того, чтобы удостовериться, как хорошо коуч сработал. Watch them to see if the thinker is thinking. Смотрите их для того, чтобы понять, думает ли думатель. Or feeling. And to see what you notice. И чувствует ли он. И смотрите, что вы заметили. When you're not asking questions. Когда вы не спрашиваете вопросы. You know, in the real conversation, there's so many things to do. В реальном разговоре столько вещей, которые можно делать. So this is about deep learning. Это про глубокое погружение. So can we go back to the recording again, Katerina? Just play from here. Thank you.
Хороший вопрос. Это вот таких людей, которых я тебе описала, это информацию, источники информации, которые позволят мне развиваться, да, не только в работе, а в других доменных областях. Это источники энергии, да, которые позволят мне это все делать. Потому что для меня энергия — это тоже правда. Наверное, вот эти 3 вещи основные. С чего бы хотела начать? Вообще ума не приложу. С чего бы я хотела начать? Знаешь, начать бы я хотела покопаться в том, откуда ноги растут, что мне этого не хватает сейчас. И, может быть, я там где-то найду для себя. Did you hear that silence? Слышали вот эту тишину? Did you hear the silence? Слышали? Yeah. So in the silence, what do we think might be happening? Во время тишины, что думаете может происходить? Клиент размышляет, наверное. The client is thinking. Yeah. So you want to get that out. И вот это надо достать. And you want to get, because you've listened and you've noticed the silence. So I'm just going to take a step back and talk about another thing around coaching, if that's okay. Прежде чем мы перейдем к этому, я хотела бы вернуться на шаг назад и еще кое-что про коучинг рассказать. So coaching, ICF coaching is future focused. Коучинговый ICF направлен в будущее. So we're traveling in this direction. Мы путешествуем вот в этом направлении. Let me find a picture. Сейчас найду картинку. Катя, может быть, сделать Клэр на полный экран, а то не видно картинку. So we create a boundary to the conversation. Мы создаем We create a boundary to the conversation. Мы создаем рамки нашей сессии. We do that by establishing the coaching agreement, which you did last month. И это мы делаем, заключая коучинговое соглашение. And you did that really well. И это было сделано очень хорошо. And the coaching agreement says, what will be different by the end of this conversation? И коучинговое соглашение говорит о том, что будет отличаться после проведения коучинговой сессии, что должно быть по-другому. So we hope that they will feel heard. Мы надеемся, что они будут чувствовать себя услышанными. We'll move forward. Будут двигаться вперед. And get new insight. И получат новые осмысления и озарения. So when we hear a silence, когда мы слышим тишину, it is likely that they have moved. Когда мы слышим тишину, вероятно, что они уже продвинулись вперед. This is good news. Это прекрасная новость. It's working. Значит, сработало. And sometimes in the silence, they move so far ahead of us. А иногда в тишине они настолько от нас оторвались вперед, that we still are asking them questions about what they were thinking before. Что мы все еще спрашиваем вопросы на тему того, о чем они думали вот где-то там уже давно. So we think she's thinking. Мы думаем, что она думает. But what we don't want to do is to say to her,
Tell me what just happened. Но что мы не хотим, чтобы случилось? Расскажи мне, что произошло, потому что она двигается назад. Because that will take her backwards. А ее оттащит назад. And we're trying to go forwards. А мы двигаемся вперед. Does that make sense? Это имеет смысл? Понятно? Yeah. So we need to. So the silence means that we are now. Olga, tell me if you understand this. Out of sync. Yes. Тишина значит, что мы рассинхронизировались. And we need to get back into sync. И нам нужно синхронизироваться опять. And the question needs to be future focused. И вопрос нужно направлять в будущее. And short. Короткий. So you might ask, and the insight? Можете спросить, и insight, или как это будет по-русски еще лучше, Кать? Because that is a way of listening to the silence and acknowledging that she is processing inside. И это будет способом обработать тишину и двинуться вперед. But what most coaches do is they see it. Большинство коучей делает что? Они это видят. And they go, aha, I have seen a silence. Ага, я увидел тишину. Let me think about a very good question. Подумаю-ка я про прекрасный вопрос. And what that does is it makes a time delay between... И это создает задержку between the thinker thinking между тем, как думатель думал, and the coach speaking. И с началом речи коуча. And the moment has gone. И момент упущен. We need to dancing is about moving together. Танец — это двигаться вместе. So what I'm describing is I think you're getting what I'm describing. It's a journey to learn to do it, but you can see it, right? Мне кажется, что вы понимаете, о чем я говорю, но это путь для того, чтобы это реализовать. Понимаете? Ольга, а можно вопрос? Конечно. Claire, there is a question. Please. There's Можно one ли of the, спросить, yes. да, можно ли спросить, что изменилось во время паузы для клиента? Can I ask what's changed for you? Во время паузы. Yes. During this silence. Yes. Да. Because what's changed for you is saying, where are you now? Это потому что как бы спрашивает, где вы сейчас. Not, please describe to me everything that has happened in the last 2 seconds. Не спрашивая о том, чего произошло за это время. Can you see the difference? Видите разницу? So our questions need to be going this way. Вопросы должны двигаться вперед. Great question. Прекрасный вопрос. And if they say, I don't know, а если они скажут, не знаю, just move on. Двигайтесь вперед. Great question. So all about future focus. Все направленное в будущее. Отличный вопрос. Can I tell you my secret? Могу поделиться секретом. My secret is that if I see them in that situation, Jana, move on. Если я вижу их вот в такой ситуации, двигаемся вперед. The coaching has been a success. Значит, коучинг — это успех. And everything else is a bonus. Остальное — это уже бонус, это премия. So now I'm not worried. Сейчас я не волнуюсь. My presence is better.
мое присутствие лучше. And more good things will probably happen. И, соответственно, больше хороших вещей произойдет. So that's about making the coaching agreement the right size for today's session. Это о том, чтобы сделать коучинговое соглашение соответствующего размера для сегодняшней сессии. And you'll have covered that last time. И вы это обсудили в прошлый раз. But the thing that changed coaching for me, но что изменилось для меня, was to know that this isn't about a problem that we need to find a solution to. Это не про проблему, к которой нам нужно подобрать решение. It's about helping work out what is our question for this session. Это о том, чтобы найти тот вопрос, который будет отвечен на этой сессии. And then seeing if we can move it a bit. И посмотреть, сможем ли мы его продвинуть чуть-чуть. So in listening, when you see movement, you need to say it. Во время слушания, если вы видите движение вперед, об этом нужно сказать. So listen to this client. They go, I'm very stuck, I'm stuck, I'm stuck, I'm stuck, I'm stuck. Послушайте вот этого клиента. Я застрял, застрял. Can you see? So you see that a movement? Видите вот это движение, изменение? Say what you see. И скажите, что вы видели. Without diagnosing. Без установки диагноза. It's easy and it's difficult. Это легче, но это сложно. Any other questions or insights? Есть еще вопросы или открытия? У меня вопрос. There is a question from Елена. Yeah. Да, вот я поняла, что есть разница между двумя вопросами, что произошло и что изменилось. There is a question. There is a difference between two questions. What happened and what's changed? Yes. И вопрос, что произошло в прошлое, возвращает. Но вот ошибаюсь ли? Да. The question, what happened, put us into the past. Yeah. И вот у меня вопрос. Коучинг направлен на то, чтобы в итоге клиент ушел после длительного коучинга, чему-то научился и понимал, как это делать. А если мы не After a number of sessions, the client should learn something and understand how to do things differently. The question is coming, Claire. И вот я так понимаю, видимо, я ошибаюсь, что я так думала, что чтобы вот он это понял, то есть чтобы он научился, нужно исследовать, что же произошло, как у него вот, что там получилось, что он думал, что он чувствовал, то есть именно поисследовать, что произошло, чтобы он осознал и как бы благодаря этому научился. Поисследовать ситуацию, да? Да, что произошло, как он это добился. And Елена, if had a thought, maybe it's not correct, that there should be research of the situation, so the client can learn from it, and this will help them to move forward. It might. Может быть. So here's the, are we okay to move on to some other competencies? Katerina, is that okay? Am I allowed? Катерина, можно к другим компетенциям немножко перескочить? Или это разрешается, или нет? Пусть группа поставит плюсики, если окей.
Claire, we will see if everyone is okay. They will put pluses in the chat. The pluses are coming. Okay, good. That's a good idea. Fabulous. So, we think that in coaching, they need to tell us the story in order to see it differently. Мы думаем, что в коучинге они должны нам рассказать историю для того, чтобы на нее взглянуть по-другому. And the GROW model, do you know GROW? They do. И модель GROW. The GROW model says this. Что она говорит? What are your goals? Какие у вас цели? That's forward facing, right? Это в будущее ориентировано, правильно? Question 2. Второй. What is your reality? Какая ваша реальность? My reality is this, and I'm going to tell you my story. Моя реальность вот такая, ориентирована туда. Two things are happening. One is, the more I tell you, the more I tell you. И тут есть трик. Чем больше я говорю, тем больше я отдаляюсь. Ухожу в прошлое. Away we get from the beginning. И тем дальше я от точки начала разговора. So 3 problems. So that's one problem. Is we get further away from the start. Мы отдаляемся от точки старта. Secondly, either you or they. Второе, или вы, или они may start moving forwards. Могут начать двигаться вперед. But if one of you is going backwards and one of you is going forwards, you're stuck. И если один идет в одну сторону, другой в другую, все, общего движения нет. And the other, okay. And the other one is that coaching is different from every other conversation. И третье, это то, что коучинг отличается от всех других типов бесед, разговоров. So in other conversations, I tell my situation. В других разговорах я рассказываю о моей ситуации. And I want you to give me advice. И я хочу, чтобы вы мне дали совет. So the more they tell the story, чем больше они рассказывают историю to you, вам, the more they think they're telling you so that you can be helpful. Тем больше они думают о том, что вы можете помочь советом. So Helena, you're absolutely right. Sometimes they do need to tell the story to be able to listen. Иногда им необходимо рассказать историю для того, чтобы они могли слышать. And we need to find a way of them doing that in the present, so we are facing forwards. И нам нужно найти способ для того, чтобы они могли эту историю излагать в настоящем, и мы могли потом двинуться в будущее. So here's one way. There are many ways you can do that. Here is one way. Это можно делать многими способами. Один из них. Let's listen to what's happened together and see what we notice. Давайте послушаем, что произошло вместе, и отметим, что мы такого там особенного заметим. That's not the same as tell me all about it. Это не то же самое, что расскажите мне об этом. So let's look at it together. Давайте на это вместе посмотрим. Not tell me all about it, because. Но не расскажите мне об этом. Stories are interesting. Потому что истории интересны. And coaches can end up listening to watching a very interesting movie. И коуч может найти себя смотрящим очень интересное кино. And you just want to know more and more and more. И хочется больше и больше и больше и больше. They are not paying you
to be the audience. Они вам не платят за то, чтобы вы были их аудиторией. You're there to be the traveler. Вы с ними для того, чтобы вместе путешествовать. So if we're going to listen to the story, если мы будем слушать историю, we listen together. Мы слушаем ее вместе. Not they tell me. Не они мне рассказывают. They tell me, it does this. Если они мне говорят, это вот что происходит. Then I want all of it. Тогда я хочу все, и мне становится And интересно. all of us have at least one good example. И все мы, у каждого из нас есть хотя бы один пример, where we kept asking questions because we wanted to know what happened. Что мы продолжали спрашивать вопросы, потому что нам было интересно, что случилось. We've all done that. And все мы это делали. We're human. Мы люди. So I should tell you that master coaches do not do master coaching all the time. Хочу вам сказать, что MCC не всегда делает такой мастерский коучинг. And if I'm coaching somebody and they start telling me a story that's like mine, и если кто-то начнет мне рассказывать историю такую же, как моя, I am likely to want to hear the whole thing. Я могу захотеть услышать ее всю. So we need to stop doing that. Нам нужно перестать это делать. So it's all about listening together in service of moving this thing forward even a little bit. И это все о том, чтобы слушать вместе для того, чтобы передвинуть эту вещь хотя бы на чуть-чуть. So say what you see. Говорите, что вы видите. And keep your questions facing forwards. И пускай ваши вопросы будут направлены в будущее. Яна? Ольга, могу ли я спросить, как слушать истории вместе? Как слушать истории клиента вместе? How do we listen to the story together? So you can get them to draw it. Вы можете попросить их нарисовать историю. These buttons I might use if I'm face to face and say to somebody, why don't you map out your story on the table and see what we see? Если у нас не онлайн-коучинг, то я могу вот эти вот предметы попросить клиента разложить в виде своей истории. And if you're online, you can say to them, do you have things that you can use to map out your story? И если вы онлайн, то вы можете попросить, есть ли у вас какие-нибудь предметы для того, чтобы изобразить свою историю. Because we want them to listen to themselves, and if they can see it differently. И потому что мы хотим, чтобы они увидели, услышали эту историю с другой стороны. They'll see it differently. И они увидят ее с другой стороны. And you don't need to remember anything. И вам не нужно ничего помнить. So in the UK, в Англии, people in the police force в полиции have relationships with each other because of their shifts. They marry each other. Они вступают в браки между собой, полицейские, в одной и той же смене. So if you are coaching somebody around conflict in the police station, и если вдруг вы проводите коучинг кого-нибудь на тему конфликтов в полицейском отделении, they will start telling you, они расскажут вам, this person is angry with that person because they married. She went off with his wife.
Вот этот разозлился на того, потому что тот пошел прогуляться вот с этой и так далее. And there's also conflict because his children live with her. И еще конфликт, потому что его дети живут с ней. And as you listen to that, you start trying to solve the puzzle. И когда вы это слушаете, вы будете стараться собрать вот этот пазл. And inside we're going, so who's married to who? И внутри у нас будет, кто с кем в браке состоит. Whereas if you say, why don't you map out the conflict in the police station in front of you, what do you see? А вместо этого попросите их изобразить в виде предметов или рисунка и спросите, что видите теперь. It's annoying because the story was interesting, but it gives better insight. Это, конечно, не очень, потому что история могла быть интересной, но это дает больше открытий, больше инсайтов. So say what you see is the biggest gift of a coach. Говорить то, что вы видите, это самый большой подарок коуча. With a question mark, because you might be wrong. С вопросом в конце, потому что вы можете ошибаться. And you don't need many other questions. И не нужно больше огромного количества других вопросов. So, how are we doing? Ну, как у нас дела? Отлично, спасибо. We are doing fine. You're good? Excellent. So, Katerina, can we listen to some more of the recording, please? Мгм. Где это искать. Если покопаться, то у меня это сейчас такая, по ощущениям огромная дыра, потому что у меня там достаточно долгий период времени, там больше 7 лет, вот был кусочек жизни, который мне закрывал эту потребность. Я ее очень просто называю «неотупи». I love this not understanding thing. Мне очень нравится то, что я не понимаю. So she's talking, and the coach, and she pauses. Она говорит, и она останавливается. And the coach makes a noise. И коуч создает шумы. And to me, а для меня the noise sounds like approval. Эти шумы звучат как одобрение. So the coach is catching this story like a ball. Коуч ловит историю как мячик. She goes, yes, okay. Да, поймал, отлично. Now, I don't know what this sounds like in Russian. Я не знаю, как это звучит по-русски. But we need to make short noises that sound like moving forward. Но нам нужно создавать не длинные шумы, которые двигают нас вперед. So she says something, and the coach can go, yes, yeah. И она что-то говорит, и коуч может да. Or the coach can go and. Или и. Which is more of a moving forward noise. Now you will have to find это более продвигающий вперед шум. You'll need to find the noises in your own culture. Вам нужно найти вот эти шумы в вашей культуре. But given that we want to keep the thing moving, но так как мы хотим, чтобы вот эта вещь двигалась, making moving forward noises, надо делать шумы, продвигающие вперед, keeps movement, которые помогают движению. Is that an example, Olga? Ara?
Or is that a question? Ага, it means like yes, but a little bit more formal. Okay. Maybe and. So let me give you an example in English. Do you say okay in Russian? Okay. Веду. So in English, okay sounds like approval. So I am some information, you say okay. So that keeps us... На английском окей звучит как подтверждение одобрения. That keeps us standing still. We need to keep moving. И это как бы такой вот статический ответ, а нам нужно двигаться вперед. Be glad you're not American, because they say gotcha at the end of every single question, and it stops the coaching moving at all. А американцы в конце каждого предложения говорят понял, понятно, и это мешает движению в коучинге. It's like a car that won't start. Как машина, которая не заводится. Keep the flow. So, сохраняйте поток. There's such useful information in this small amount of this recording. И столько полезной информации в 3 минутах записи. So let's have another check-in. So, two reasons. Чуть-чуть. So 2 reasons for the check-in. One is it helps you to listen to yourself. И еще один такой точку, контрольную точку. Одна из причин это поможет вам себя послушать. And it makes the coaching easier because I can check that you're listening to yourself. И это облегчает коучинг, потому что это помогает вам слушать себя. So what's been useful in this bit of the conversation we're having? Что было полезно до настоящего момента в нашей встрече, в нашем разговоре? Все. Вы знаете... Everything. I hope you're beginning to see how simple it is. Надеюсь, что вы начинаете понимать, как это просто. Да. Спасибо. Yes, thank you. But it takes time to be able to use it. Please don't use everything I am telling you in your next coaching session. Требуется время для того, чтобы начать пользоваться тем, о чем я вам рассказываю в своей практике. Не пытайтесь сразу все реализовать завтра в своей работе. Прямо все. Who else? Очень полезно было про паузы, про вопрос, что изменилось, потому что вот даже буквально до начала этого вебинара у меня была сессия, где клиент много молчал. Я столько не переведу. It was useful about pause, about the question what's changed, because immediately before our call I had a session with a client who kept a lot of silence. Продолжайте. И я слушала, и потом спрашивала, что с тобой происходит, что с тобой? Мне теперь интересно попробовать спросить, что изменилось. And Ksenia was asking what's going on, and now she is interested to practice, to try what's changed. Yeah. Or is this useful? Это полезно? Очень-очень спасибо. It's very useful. Yeah, so you can ask the client. So it's all about keeping moving in that direction, because some clients will stay silent for the whole session. Некоторые клиенты могут молчать всю сессию, а их надо спросить, это полезно, продвигает ли это нас вперед? And it's kind of either like this. Это может быть вот так. I don't want to be here, this is not a good thing. Это не... Я не хочу здесь быть, это не то, что мне нравится. Or it's... Это может быть вот так. And they're moving. А это знак того, что они двигаются вперед.
And they move faster in silence than they do in talking. И они быстрее двигаются во время молчания, чем во время разговора. Thank you. Who else? Спасибо. Кто еще? Можно я еще? Вот вопрос, когда запрос идет на уровне истории, вот как в этой ситуации было, что с историей делать? When the request for session is based on the story, what should I do with this story? There are lots of things that you can do. Много вещей можно делать. One is to put a time boundary around it. Можно ограничить во времени. How about you tell me what's going on for 5 minutes? Как насчет того, что вы мне расскажете в течение 5 минут, что там происходит? So you know the client who just comes and talks. Знаете, вот такие клиенты бывают, которые приходят и только и говорят. Do you work with that person? Работаете с такими? Yeah, some of you do. So it's very hard to establish the coaching agreement when they're just talking. И очень сложно заключить коучинговые соглашения, когда они просто говорят. So this is the coaching. Вот это коучинг. So we established the coaching agreement for today. Мы заключили соглашение на сегодня. Then we do the work. Работаем. And then we end in partnership. И потом мы в партнерстве его заканчиваем. So this вот это вот is what I call a pre-conversation. It's the conversation before we start doing the work. Вот это вот предварительная беседа, то, что происходит до начала нашей работы. So your storytelling client, ваш клиент-рассказчик, it might be useful to say, just tell your story but put a time boundary on it. Может быть, будет полезно для него. Расскажите историю и дайте ему время. 2, 3, 5 минут. During this time, you are not trying to ask any coaching questions. И во время этого рассказа вы не пытаетесь задать какие-то коучинговые вопросы. And you are looking and listening and sensing. Вы смотрите, слушаете, и чувствуете, ощущаете. So you'll notice the headlines and the feelings and. Вы отмечаете для себя заголовки, чувства. Because you're only trying to do one thing. И только для одного это нужно. And then you can do the contracting, the establishing the coaching agreement after that. Для того, чтобы заключить после этого коучинговое соглашение. The competencies don't say you have some people you do it. Компетенции не просят нас вот этого вот предварительного разговора. Для кого-то он нужен, для кого-то он не нужен. So ask them, but because most conversations are about transferring data. В связи с тем, что большинство разговоров это передача данных, people often expect that's what coaching is for. Люди ожидают, что коучинг тоже для этого. Does that help? Это помогает? Good. Any other insights or questions? Инсайты, открытия, интересные наблюдения или вопросы? Кто еще готов? У меня инсайт, если честно. Инсайт, давайте. Вы знаете, сегодня первый раз ощутила, что коучинг — это больше творческий процесс, нежели вот какой-то алгоритм. Today, for the first time, Oksana felt that coaching is more art than an algorithm.
It's an algorithm to create the container. Есть алгоритм для того, чтобы создать контейнер. So creating the coaching agreement is an algorithm. Создание коучингового соглашения – это алгоритм. And then the bit in the middle is the art. А вот то, что в середине – это искусство. The end is also an algorithm. И конец – это тоже алгоритм. Ну да, я согласна с этим. She is completely in alignment, да. And do you want the good news? Хотите хорошие новости? Here's some more good news. Еще есть новости хорошие. Once we have used the algorithm of creating the container, как только мы использовали алгоритм для создания контейнера, master coaches never know what they're doing. Мастера коучинга, они никогда не знают, что они делают. We have to dance and say what we see and keep facing forwards, and that's all. Танцуем, смотрим вперед и рассказываем, что увидели. Thank И you. все. И все. Anyone else want to say anything? Еще кто-нибудь поделится? Да, хотела тоже сказать, что очень круто, что на разных языках получается, что столько много открытий, то есть на английском, на русском, да. It is very cool that we have да, вот по таким другим вещам. Different languages and so many discoveries that we can see even if it is in different language. Yeah. And when you're coaching in a language, very cool. Yeah, when you're coaching in not your first language, когда вы коучите, работаете не на вашем родном языке, it doesn't matter if you don't understand everything. Совершенно не важно, если вы не все понимаете. They need to understand, not you. Важно, чтобы они понимали, а вам не обязательно. Although my experience of working with coaches who are not English speakers. Это очень круто, да. Are you going to say this, Olga? I went to my story question. Okay, so can you repeat, please? You know what I'm going to say. No. Can you repeat what you said already? My experience of working with coaches who are not first language English. Мой опыт работы с коучами, у которых английский не родной язык, is that they think they need to speak in good English sentences. Это то, что они думают, что им нужно говорить на хорошем английском. Great listening. Отличное слушание. Is about giving back one or two words. О том, чтобы выдавать обратно одно или два слова. So all that grammar you learned doesn't matter. Вся грамматика, которую вы выучили, совершенно не пригодится. Sorry. Это вообще открытие, да. This is a discovery. Thank you. Okay. Anyone else got anything to say? And then we'll listen to a little bit more of the recording. Кто еще поделится своими наблюдениями? Я хотела бы. Да. Елена из Ready. Клэр, огромное спасибо. Огромное удовольствие я получила сегодня. Claire, thank you so much. It's a great pleasure. Я сначала усиленно все конспектировала, потом уже это бесполезно. I was trying to put everything in paper but then I stopped because I can't. It's always useful. И чтобы вот сократить мою речь, я хотела бы поблагодарить to make my speech short, I want to thank you за такой тезис, для меня важный. For important sentence. Когда смотришь, а не пишешь, легче вести сессию.
Мне прям очень важно это было. When you are looking but not writing, it is easier to work. It is. If you Да, have, и if you призыв, have to write, sorry. И призыв, пожалуйста, ленитесь. Прям And стало легче. also the advice to be lazy. Елена feels much lighter. If you have to write, если вам нужно записывать, используйте маленькие бумажки. Еще один секрет, да? One of the things about writing notes is that other professions write notes. Один из секретов прописания заметок, другие профессии пишут заметки. So here I am. Вот смотрите на меня. I am the psychiatrist. Я психолог. I look like something that's not a coach. Я выгляжу совершенно не как коуч. And the thing is, when you don't take in all their data, и еще вот что хочу сказать. Когда вы не потребляете все их данные, you don't take it home. Вы их домой с собой не забираете. And that's good. И это хорошо. You are the facilitator of their thinking. Вы фасилитатор их мыслительного процесса. That's all. И все, собственно. А может, тоже есть секрет, а нужно обладать очень хорошей памятью коучу или достаточно средней, чтобы не писать? Is there a secret if the coach has to have very good memory, not to write, or the average capacity is okay? You don't need to remember anything. Вам не нужно помнить ничего. Unless they keep not addressing something. За исключением тех случаев, когда они к чему-то не возвращаются, чего-то не делают. For example, was it you, Jana, who spoke earlier about the client who won't talk about emotion? Говорили про клиента, который не делится эмоциями. So if I was coaching them, I might write a note that says emotion ? To remember to come back. Если бы я была коучем этого клиента, я бы записала эмоции со знаком вопроса для того, чтобы к ним потом вернуться. So I might write a note. If they say their partner's name, I might write that down so I remember. Если они поделятся именем своего партнера, я могу его записать для того, чтобы помнить, как зовут. And then I will only write down things they are avoiding. И потом я буду записывать только те вещи, которых они избегают. Listening is about the whole of us listening to the whole of them. Слушание — это о том, чтобы мы целиком слушали их целиком. And when we are taking notes, we now have 3 people in the conversation: the notebook, them, and me. А когда у нас записи, у нас 3 участника. Записная книжка, они и мы. Actually 4. Because the other one is the book of powerful questions, which I'm sure has got a good question for this client. И еще есть 4-й участник, книжка с сильными вопросами, которая такой наверняка есть хороший вопрос для этого клиента. So I'm let me see. So I'm listening like this. Таким образом я слушаю вот так. What did you say? Что вы сказали? Inside. I'm looking for the question. I'm sure it's in my book. Я ищу хороший вопрос с уверенностью, что он там есть. We owe them our full attention.
Мы должны уделять им наше полное внимание. That's the gift. Вот And это вот то важное, что мы им можем дать. So here's a story. История. I have worked with 2 coaches with brain injury. Я работала с 2 коучами, у которых была мозговая травма. And they only remember it's me because my name is in their diary. И они помнили, что это я, потому что мое имя было записано в их дневнике. So they never retain information because of their injury. У них не задерживалась информация, потому что они травмированы. They are some of the best coaches I have ever heard. И они самые лучшие коучи, которых я когда-нибудь слышала. We don't need to remember. Нам не нужно помнить. So listen in the moment. Слушайте в моменте. Say what you see. Говорите, что вы видите. And if there are 1 or 2 themes that you hear over time, note them down and challenge. И если 1 или 2 темы, они проходят красной линией через все, отметьте их и... And that's all it is. И все. А можно вопрос? There is a question. Please. Пожалуйста. Если нам не надо помнить, но при этом у нас есть цель на сессию. If we don't need to remember, but we have a coaching agreement. Как удерживаться в рамках цели на сессию, реагируя на вот эти вот моменты, эмоции? How can we focus on the and keep the client in the container, keeping reacting to the emotions and changes and everything? So you have 2 agreements, don't you? У вас 2 соглашения, правда же? You have the agreement for today. У вас есть соглашение на сегодня. And you have the agreement over time. И возможно, есть соглашение на длительное время. And I would have notes for the agreement over time. Я буду сохранять заметки относительно соглашения на длительное время. Although it will change because they will grow. Хотя это будет меняться, потому что они будут расти. So there's a challenge about how you keep to the agreement for today and keep that in the agreement over time. И есть задача сохраняться в рамках соглашения на сегодня и в рамках длительного соглашения. So ask them, how do we do that? Спросите, как мы будем с этим жить. So you don't need to know, you simply need to ask. Вам не нужно это знать, вам нужно просто их спросить. So listen to when you're going off the agreement. Слушайте, когда вы выходите за рамки соглашения. And then say what you see. И говорите, что вы видите. We came today to talk about your promotion. Мы собрались сегодня говорить про ваше повышение по службе. And we're talking a lot about how sad you are. И мы говорим о том, насколько вам грустно. So that's all listening. И вот это слушание. What do we need to do? Что нам стоит с этим делать? Say what you see. Говорите, что вы видите. I can't say that too many times because it is the key to outstandingly excellent coaching. И я не могу говорить это слишком много раз, потому что это ключик к восхитительному, потрясающему, изумительному коучингу. So we've got 10 minutes left. У нас осталось 10 минут. I'm wondering what the most useful thing is for us to do now.
что бы нам было наиболее полезным сейчас сделать? We could do a little bit more of the recording. Можно послушать немножечко записи. Or we could have a good review of our learning. Или провести обзор нашего обучения. Плохо слышно. Я в чат напишу. Да, напишите. Сейчас хорошо. Когда в чате, пожалуйста. Давайте. Насколько сессия удовлетворяет пятую компетенцию? Насколько выдержана пятая компетенция? Claire, there is a question. If the session was good enough to pass the fifth competence for PCC level? This one? Mm-hmm. So I think the development would be that quite a lot of the questions are asking for the coach checking information is correct and asking for facts. Зона для развития – это то, что коуч спрашивает достаточно много вопросов для получения информации и исследования фактов. So the interesting thing about the ICF competencies Интересная вещь про компетенции ICF is that you only have to demonstrate each thing once. Это то, что вам нужно продемонстрировать каждую штуку только один раз. So there's good presence, there's good skill in this recording. It's good. Очень хорошее присутствие в этой сессии. And so many things to develop, like in all of our conversations. И столько еще областей для развития, как во всех наших So my feedback today разговорах. Моя обратная связь на сегодня has been about how do we be outstanding coaches? Как нам стать потрясающими коучами? Which is different feedback. Это отличается, эта обратная связь отличается. From will this feedback pass the exam? Will this session? От того, что будет ли эта сессия соответствовать экзамену по пятой компетенции. So what I liked about the session, if I take a big picture, is that it's like... Что мне понравилось в этой сессии, если я посмотрю на большую картину, is that I know I said they were out of time, but actually there's a lot of weaving together. То, что я сказала, что они рассинхронизировались по времени, но очень много времени они двигались вместе. As the thinker is moving forward through the session. Вместе, когда думатель двигался вперед. And a nice beginning and a middle and an end. Хорошо структурированное начало, середина и конец. Which is what we're looking for. The beginning, the container, the work, and then closing it. Это то, что мы смотрим. Хорошо структурированное начало, работа и заключительная часть. So I would need to go through it in really fine detail to know whether it would pass. Для того, чтобы понять, будет ли это соответствовать пятой компетенции или нет, мне нужно действительно углубляться в детали. And it's certainly well on track. И мне кажется, Claire, can you rephrase this? It's a good session. Это хорошая сессия. And what we've done is we've had the gift from Eugenia to listen and to notice those big listening things just from simply watching the thinker.
И Евгения с нами поделилась этим подарком, что мы могли смотреть и отмечать разные вещи, просто наблюдая за думателем. Good work. You're going to smile. Отличная работа. Будете Коллеги, улыбаться, Евгения? вот я хочу, позвольте, пожалуйста, так как уже 5 минут, и я вижу, что написали обзор, интересно было бы узнать про компетенции, но, к сожалению, 5 минут мы уже вряд ли качественно это проработаем, поэтому я предлагаю выслушать... да. Claire, as there is 5 minutes left, and someone asked in the chat to do the review of the competency. Екатерина, Катя, продолжай. Нет, я Катя, хочу сказать, что продолжай. мы не успеем уже за 5 минут сделать это качественно, как мне кажется. We will not be able to review all the markers of the competency within 5 minutes. И при этом у нас Евгения, чья сессия была, мне бы очень хотелось послушать Евгению, ее выводы, инсайты, и, собственно, тех участников, кто не высказывался сегодня, чтобы мы зафиксировали результат инсайтов каждого. And it would be very interesting to listen to Evgenia, what she thinks, and others who didn't share their opinions yet. Yeah, definitely. So my question to Evgenia is, what's the best thing you did in that session? Вопрос к Евгении. Евгения, что вам лучше всего удалось в этой сессии? Я думаю, что, наверное, лучше всего было вот структура, наверное, вот то, что Клэр тоже сказала, что I think the structure was good. It was very good. It was very good. You got very clear before you began what you were doing. И если мне можно продолжать, вот насчет... Да. Сказали, что вы хотели мое мнение. Очень много тоже инсайтов, как бы я совершенно по-другому начинаю смотреть на коучинг. And I start to look at coaching differently. И у нас была, вот вчера была тоже практика, и вот эта 5-я компетенция, и тоже там речь шла об истории. И вот для меня как бы в голове переворот, что история не важна. Я почему-то все время думала про историю. And yesterday we had a practice, and it was about story, and today I had a transformation in my head that story is not important. It's not about story. Good. Good. Can I just say to you, your ending is excellent. Ваше окончание сессии потрясающее. Thank you. So very few coaches end in partnership. Совсем немногим удается закончить сессию в партнерстве. So next time we can talk about the idea that coaching is like you take off the plane. В следующий раз мы можем говорить про идею, коучинг — это как вы взлетаете на самолете. You travel the journey together in this conversation, and then you land the plane. И вы вместе летите, и потом вы вместе приземляетесь. And if everybody goes back to the transcript, и если все обратят внимание на транскрибацию, is that you have done an excellent end because your conversation has hit the tarmac. И у вас вот такое вот отличное окончание, потому что вы плавно снижались в разговоре. Because you ended with a question and you checked in that you'd finished. Вы задали вопрос и проверили, можно ли заканчивать. Most coaches work in partnership till the very end and then they lead, and you didn't, and that was so good. Большинство коучей работают в партнерстве,
а потом начинают лидировать. А вы этого не делали, это было отлично. So, well done. Thank you Прекрасная very much. работа. So and actually that's a hard bit, and I hear so many coaches do a great piece of work and they don't end well. И это потрясающе. Столько коучей, которым не удается после прекрасно проделанной работы хорошо закончить. You landed your conversation. Well done. Вы приземлили ваш самолет. Отлично. And we're at the end of our time. И у нас время заканчивается. So thank you all so very much for listening and sharing. Большое вам спасибо за то, что слушали и делились. And thank you, Olga, for giving up your evening to translate. И мне спасибо за то, что переводила. It's a pleasure, Claire. Thank you, and I will see you all next time. We have another one later in the year, don't we? Yeah. Thank you, Claire. Thank you so much. Спасибо большое. Спасибо. Don't do it all to the next person you coach. Не употребляйте все, что сегодня изучили, для следующего клиента на следующей сессии. One thing at a time. Шаг за шагом. Goodbye. До свидания. Bye. Оля, тебе спасибо огромное тоже. Пожалуйста, пожалуйста, счастливо. До свидания. Спасибо за перевод. До свидания, до свидания. Bye. Thanks, Olga. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Thanks, Katerina. Bye. Thank you, bye. It was brilliant, amazing. I loved it so much. Brilliant. Seriously, it was amazing. Thank you, thank you. Yeah. But you need in your coaching school to take credit. I have never worked with somebody at this level who has done a good ending. Thank you. So really, that's an excellent ending. So good teaching, teachers. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.